Всем привет! С вами я, Анна, вы на канале Nail Coach, где я рассказываю все самое полезное и интересное о маникюре. Сегодня я решила затронуть такую очень интересную, пикантную тему о базовом обучении. Слишком часто ко мне приходят девочки, которые переучиваются после базовых обучений, поэтому у меня назрела такая тема, чтобы рассказать, что должно присутствовать в базовых обучениях, о чем вы должны знать и как вы должны быть подготовлены к тому, чтобы начинать работать. И первое, на что я обратила внимание, что дают очень сухую, сжатую теорию. Все-таки теоретическая часть играет огромную роль, и если вы очень плохо разберетесь в каких-то нюансах маникюра изначально, то как вы будете работать на практике? У нас лично в школах очень часто встречается такая история, когда мастерам дают просто тетрадочку или просто печатное пособие, и новички, которые еще толком не разбираются в маникюре, начинают просто переписывать этот конспект, а зачастую бывает такое, что преподаватель говорит: посмотрите в интернете какую-то информацию, типа, чего вы у меня спрашиваете, да, все уже доступно в интернете. Это, я хочу заметить, платные обучения. Я, в свою очередь, на базовом курсе начинаю его с большой расширенной теории, где у меня помимо маникюра идет еще элементы продажи ваших услуг, чтобы вы максимально могли погрузиться в эту профессию, понять ее достоинства, преимущества, узнать недостатки работы и плюсы работы на проценте, на аренде, чтобы вы все-таки ушли укомплектованным мастером. И я считаю, это правильно. Я, в свою очередь, в первый теоретический день даю очень много информации, и мы много очень пишем, рисуем с девчонками, и зачастую ученицы уходят просто с квадратной головой от количества информации, которые они получают в первый день. Еще один такой момент по моим наблюдениям, что зачастую ученицы, которые приходят переучиваться ко мне с других школ, просто банально не знают о постановке руки, как ставить руки, как держать аппарат, как держать руки клиента. То есть вот такие простые базовые вещи, которым их не научили. Это, конечно же, большая проблема, потому что у нас с чего начинается маникюр? Маникюр начинается с постановки руки. Это основное. Что такое упор, точка, упоры, разные захваты, верхние, нижние захваты. Конечно же, мастер обязан знать это на базовом обучении. Еще один важный момент, который я заметила, что ученицы, которые выпускаются с базовых обучений, не понимают и не знают, что такое проксимальная складка, не разбираются в ее типах, не разбираются в типах кутикул. Также они не понимают архитектуру ногтевой пластины, какие они бывают вообще изначально, да, сколько базы нужно ложить по тот или иной тип ногтей. То есть все это нюансы, которые касаются именно базового обучения. И по итогу, когда девочки выпускаются с таких курсов, они сталкиваются с реальными проблемами вот здесь и сейчас, когда приходит клиент и дает вам ручки, а вы просто не знаете, как с ними работать. Вот еще одна проблема, да, до наращивания уголочков. Многие не дают эту информацию, но по факту очень много людей, клиентов приходят, чтобы оставить длину такой, какая она есть изначально. И, конечно же, они хотят донарастить эти уголочки. То есть видите, сколько очень много нюансов. Поэтому это кажется, что базовое обучение, оно, знаете, такое простое, что там мало очень теории, мало информации, да. Но если вот туда углубляться, то здесь очень много нюансов, которые вы должны знать после прохождения именно базового обучения, потому что если вы не будете вникать в это и разбираться в таких нюансах, то когда вы столкнетесь в реальной жизни с такими проблемами, то, скорее всего, вы испугаетесь и уйдете обратно в свою какую-то профессию, да, где вам было привычно, комфортно. Итак, давайте подытожим, что же все-таки по факту должно присутствовать в базовом обучении. Во-первых, это теоретическая часть. Вы должны узнавать, насколько подробно преподаватель будет вам рассказывать, показывать, объяснять всю эту теорию, да, и
не будет ли это в таком формате, что вы пришли и просто списали с какого-то конспекта. Это действительно очень важно, поверьте мне. У меня 12 лет опыта, и я прекрасно знаю, что такое теория и зачем ее нужно изучать. Второй момент, конечно же, практика. Вы должны четко узнать, сколько у вас будет отработок, сколько моделей вы сделаете, имеется в виду, да, какую технику вы узнаете, пройдете. Техник не должно быть много, девочки. Вот здесь не та история, где за базовое обучение вы можете освоить сразу и классический, аппаратный, и комбинированный, там, и какой-нибудь спа-маникюр. Это история не про базовое обучение. Освойте одну технику, но пускай она будет у вас просто отточена на все 100%. Тогда вы с большей вероятностью начнете работать. Итак, давайте подытожим. Первое, на что обратить внимание, это теоретическая часть, практическая часть и узнать, сколько количество людей будет обучаться на данном обучении. Потому что логично, если человек 20 в группе, да даже 10 в группе, то вам будет уделяться гораздо меньше внимания, нежели в группе в 4 человека, в 2, в 3, да, и так далее. И напоследок хочу сказать о том, точнее дать практический совет. Будет очень классно, если вы сами пообщаетесь с преподавателем, с тем, кто будет вас учить, потому что это очень важно, посмотреть на его манеру общения с вами, на его подачу информации. Это действительно располагает к себе, во-первых, а во-вторых, вы уже не так боитесь идти на обучение к этому человеку. Я постаралась раскрыть для вас такую актуальную тему. Давайте посмотрим, как она вообще у нас зайдет или не зайдет, потому что это такой экспериментальный ролик. Если он вам понравился, то обязательно пишите об этом в комментариях. Может быть, у вас когда-то тоже были такие плохие базовые обучения, тоже пишите, делитесь, я с удовольствием почитаю, и мы обсудим эту тему. А с вами была я, Анна, вы на канале Nail Coach. Вот. Подписывайтесь на наш Инстаграм, ставьте лайки. Всем пока-пока!